Приветствую, мои дорогие зрители! В этом видео я вам покажу изготовление переходника для впускного коллектора. Помогаю своему другу в ремонте его автомобиля. В прошлом видео мы отпескоструили и покрасили термостойкой краской клапанную крышку и выпускной коллектор. Пришло время позаниматься впускным коллектором. В новом впускном коллекторе расточены каналы, также немножко увеличено и центральное отверстие. Переходник от старого коллектора нам не подходит, мы изготовим новый. Также нам нужно немножко увеличить и внутреннее отверстие в самом переходнике. Он представляет из себя подпятник, фланец определенной формы, из которого выходит трубка определенной длины. Трубка имеет увеличение диаметра, расширение на выходе для предотвращения соскальзывания патрубка. Также сегодня хотим отпескоструить и покрасить новый коллектор. Все готово к изготовлению. Приятного просмотра. Я буду начинать. Так, меняем кулачки на обратные. Дальше уже резцом буду проходить до нужного диаметра. Отпилим трубку с длиной 40 миллиметров. Трубку я обработал. Диаметр у нас 51 миллиметр. Внутренний диаметр 48. Так, наша трубка сюда заходит. Довольно-таки плотненько. Одна сторона есть, и вторая. Вот отверстие, наша трубка. Двигаемся дальше. Нам требуется, во-первых, это центральное отверстие найти правильно. Габарит нам пока не особо важно. И найти центра для винтов, да. Вот так вот. Шаблон у нас готов. И теперь мы его перенесем на наш подпятник. Такая погрешность, там полмиллиметра, нас устраивает. Сразу размечаю центра отверстий. И идем их сверлить. У нас будет проходить здесь винт М6. Вначале просверлю четверочкой для точности, а потом пройду уже с семеркой. Ну и, конечно же, напоследок сейчас сделаем зенковку. Вот так вот у нас выглядит сейчас наш подпятник. Так, какие винты мы другу дадим? Ну, красивее будут, мне кажется, вот такие вот. С бочонком, головкой. Вот так вот будет выглядеть винт. Нам нужно выставить наш подпятник. Сюда мы впоследствии приварим трубку. Здесь сделаем кольцо. Но перед сварочными работами нам нужно вначале вот эту деталь полностью сделать, чтобы она была прям уже готова. Что нам нужно сейчас ее обрисовать, как она у нас идет. И повторить вот этот же контур. Вот теперь из этого всего нам нужно вырезать вот такой вот контур. Здесь мы, скорее всего, сделаем побольше. Здесь мы продлим вот так вот чуть-чуть. Вот так вот. А здесь мы продлим вот так вот. Я буду использовать сейчас отрезной диск толщиной 1 мм. Для нержавейки лучше использовать диск потоньше, чтобы лишний раз ее не нагревать.
Так, грубо говоря, у нас готово. Сейчас будем обрабатывать другим диском. Так, возьму лепестковый диск. Так, нам что-то погрубее надо для более эффективной обработки. Вот такой диск возьму. И зерно у него здесь у нас 40-ка. Ну, вот так вот получилось предварительно пока. Сейчас примерим, посмотрим, какие доработки нам еще требуются. Где-то примерно полмиллиметра, миллиметра выпирает. Тоже можно убрать, по идее. Предварительно все нормально. Сейчас что можем мы сделать? Взять другой маркер просто. Очень тонкий маркер надо взять. И им можно пройти вот так вот. Ну, это есть прямо если совсем хочется сделать хорошо. Снимаю, попробую чуть-чуть его доработать. Вот такие вот грани у нее. Конечно, можно ее до бесконечности дорабатывать, но нужно понимать, что это не какая-то видовая деталь. Главное, чтобы она выполняла свою функцию, ну и, конечно, сделать максимально быстро и красиво тоже нужно. Ну, уже намного лучше, кстати. Вот эти полмиллиметрика я снял сейчас. Можно единственное ее отшлифовать, вот эту грань дополнительно. Но я думаю, не стоит. Я думаю, будет все хорошо, все отлично. Лично меня все устраивает. Так, двигаемся дальше. Нижний у нас подпятник готов. Трубка у нас есть. Теперь нам нужно подумать, как сделать утолщение у нашей трубки. У этого крепления, которое делал Костик, у него просто наварено здесь сверху на тонкостенную трубку. И в итоге получилось так, что диаметр вот этой наварки, он соответствует диаметру самой трубы. Потому что наваривал он здесь много, труба чуть нагрелась, деформировалась и сжалась. Можно было бы сделать и так, но я не хочу лишний раз много варить, и можно сделать более технологично это дело. У меня вот есть такая муфта. Это детали, которые я часто использую. Я ходил, поискал, не нашел ничего более подходящего, чтобы много не точить. Возьму сразу вот такую муфту. Сейчас нам нужно, во-первых, это проточить внутреннее отверстие у этой муфты, чтобы муфта залезала на нашу трубку, потому что она будет надеваться на нашу трубку. Также и эту муфту нужно проточить чуть-чуть по самому наружному диаметру. Сейчас она 56 миллиметров. Я хочу сделать, ну, примерно 54. Так что приступаем. Вот. Труба наша залезает. И пока стоит у нас в таком положении, хочу сделать конус. То есть хочу, чтобы наша вставка, которая надевается на трубочку, была с одной стороны конусная, чтобы патрубок легко оделся. Чуть-чуть есть вибрация, длинный резец для этого не предназначен. Есть. Так, эти кулачки нам больше не понадобятся. Я их снимаю. У меня есть проточки небольшие в кулачках. Ну, изделие крепкое.
Так, готово. Смотрим на диаметр. 54,6. Все, я думаю, вот так вот я и оставлю. Вот буквально миллиметров, наверное, 5-6. Мы с нее сейчас спилим. Так, надеваем на нашу трубу, которая сюда изначально заходила. Есть небольшой риск. Я креплю на внутренний винт. Но это такая муфта соединительная. Конечно, может провернуть на пиле, потому что крепится всего лишь одним винтом. Но пока на данный момент не хочется мне приваривать ничего. Я думаю, что должна она выдержать. Если провернется вот эта деталь во время спила на пиле, то вылетит зуб у полотна. У нас сама деталь имеет выступ. Мы не можем сейчас ее просто зажать, она криво иначе встанет. Нам нужно подложить с задней стенки подкладку. Снизу нужно подложить подкладку, вот так вот. И с передней стенки нужно подложить подкладку. Пока я поставлю нижнюю и боковую и подложу с этой стороны для зажима. Я сейчас поджал, получается, на прокладках. Сама заготовка, она стоит ровно. Если сейчас довести до конца, пила пройдет, но вот эта вот деталька, она отпадет и может, она довольно-таки хрупкая, она может об эту стенку зажаться, за один зуб захватиться, и ее просто согнет, и еще повредится еще само лезвие дополнительно. Поэтому лучше такие ответственные детали просто не допиливать. Вот наше колечко, сейчас мы его обработаем дополнительно, и у нас все готово для сборки практически уже. Так, снял внутренний заусенец чуть-чуть. Хотелось бы еще вот с этой грани чуть-чуть снять угол, но очень хрупкая деталька. Я это сделаю уже углошлифовальной машинкой. Сделал небольшой конус с задней стороны. Спереди у нас есть. Как-то вот так вот выглядит. Будем приступать к сварке. Так, приехал Костик, сбил процесс. Так, ладно, что ты хотел? Прокладку обрисовать? Да, паранит вот привез. Пока она не обварена, обрисовать контур. И вот эти внутренние тоже маленькие. Это мы выбьем потом. Все, ты будешь сейчас заниматься, я тебе дам все, что тебе надо. Сейчас тебе проточим трубку, выбить вот это отверстие. Вот наши 3 детальки. Наш фланец, наша трубка и наше кольцо, которое даст нам нужный диаметр. Будем сейчас надевать. Надевается он довольно-таки плотно. Надо тоже понимать, что чуть-чуть деформировалось это кольцо. Плюс ко всему сама труба тоже не идеально круглая. Итак, надеваем наше кольцо заподлицо. Вот так вот. И вот здесь я планирую обварить по периметру. И у нас будет вот такое утолщение на трубке. И также привариваем вот к нашему фланцу. Все, я приступаю к сварке. Прихватил, сейчас обварим. Сам регулирую мощность циклом спада на оборудовании. Вот так вот получилось обварить. Немножко посинело, но это мы исправим все.
Так, здесь очень важный момент есть, что нужно приварить правильно направление нашей трубки. То есть нужно внимательно посмотреть, с какой стороной у нас идет. Иначе она будет вовнутрь стоять, потому что отверстия несимметричные. И получается, раз так, значит это вот так должно быть. Вот так это выглядит. Сейчас обварим. Примерь. Что хочешь померить? А, примерить? Это правильно, можно запариться. Покажи, что он ровный получился по плоскости, а не повело там куда-то. Не, ну его может чуть повести, конечно. Ну, вот такая вот деталька. Сейчас мы ее зачистим. Можно было бы химией помазать, но лень. А мне на таких деталях нравится, когда чуть-чуть побежалость красивая есть такая, знаешь. Ну что, вот такая приблуда получилась. Вот так это выглядит все у нас. Ты патрубок привез, да, этот шланг? Давай примерим так ради этого самого. У тебя никакой ВДшки нету? Зачем? Пшикнуть. Не особо ничего. А, нормально, кстати. Очень хорошо. Ну, так Всё. вообще супер, мне кажется. Вот эту только надо чик. Ну, это ты потом поставишь. Может быть, побольше понадобится. Да ну нафиг. Ну, понятно, ну все, она спокойно надевается на это утолщение. И довольно-таки отлично получилось. Как его назвать? Что это у нас? Переходник на патрубок. 100 раз он еще испачкается в масле и во всем этом деле. Так, сейчас мы хотим, уже низ обклеили. Сейчас снимем наш переходник, заклеим это отверстие и быстро отпескоструем этот входной коллектор, впускной, и покрасим его. Ну, вот так вот выглядит наш переходничок. Ну, вот так вот получается. А, так это с этой мы начинали стороны? Она была такая светлая же изначально у нас. Нет, сторона была темная. А, это была темная, да. Ну вот, все светлое. 5-10 минут, все у нас готово. Пальцами сжался. Так она же алюминиевая. Следы. Тоже чуть-чуть такая побледневшая. Ладно, сейчас Костик пройдет. Так, покажи, что за краска у нас будет.
Ну, я могу ее, Она не течет, видишь, так. я могу ее запечь, если надо. Ну, тут не сказано, что ее надо печь. Не сказано, да. Так вот у нас получилось. Посмотрим, как долго будет сохнуть краска и что из этого получится. Так, давай, я все тебе приготовил. Сейчас нужно в прокладке нам выбить отверстие. Вот тебе трубка. Заточена, осторожно, она острая с другой стороны. Покажи-ка. Оп. Такую заточку сделал. Выставляю. Вот тебе кувалда. Ну, я не попаду, пацан. Ну, ничего. Вот здесь есть, и здесь вообще ничего. Я тебе говорю, Ну так ты выставляй сейчас ее. мы не попадем. Попадем, попадем. Если у тебя пластина будет сверху, еще сложнее будет. На тебе трубочку. Центровать умеешь? В трубочку смотришь и... В лайне не видно. Все видно. Испортил? Ну, там же острая трубочка, реально. Так, что тут за проблема? Я не понимаю. Раз. Вот так вот смотришь, чик-чик-чик-чик, совместил. Ну, все. Нормально, надо подработать внутри. Ну, подработать чуть-чуть надо эту прокладочку. Так норм, что? Все, у тебя прилегание, видишь, кругом идет. Здесь мы не испортили. Ушко одно порвали чутка, а так все нормально. Все удалось сделать. Краска высохла, сохла она дольше, чем краска, которую нужно запекать. Получилось изготовить переходник на впускной коллектор. Мне кажется, все получилось отлично. Пусть себе работает. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Удачи вам в ваших делах, в ваших проектах. Увидимся уже в новых видео, либо на трансляциях. Всем до встречи, всем пока.